Я приветствую вас, представители знака зодиака Близнецы. Прогноз Таро, цыганский старинный пасьянс, события ближайшего будущего. События недели с 24 февраля по 2 марта. Давайте узнаем, каковы подсказки карт. Будем, конечно, реалистами. Любой прогноз, расклад не расскажет о личной истории каждого из вас. Но я искренне надеюсь, мы с вами проведем приятное время. Какие-то подсказки все же вы получите. Ведь когда мы смотрим любые прогнозы, расклады, каждый из нас думает о чем-то своем. И я благодарна вам, мои дорогие, за ваши комментарии. Мой предыдущий расклад на неделю, за ваши отклики. У меня была долгая пауза с этими недельными раскладами. Я уже где-то думала, что вы подзабыли, или, может быть, это не актуально. Но теперь я вижу, что да, действительно есть такой интерес. Поэтому пока мы продолжаем. И помните, вы мое вдохновение. И даже если я не ответила на какой-то комментарий, ну, у меня тоже бывает период такой загрузки или занятости, ну, когда вообще не знаешь, как это самое себя уложить во временные рамки. Но я читаю, и мне искренне приятно. Я понимаю, что то, что я делаю, это откликается в вашей душе. И пусть даже не у всех, мы ведь все же разные, но есть определенный коллектив, скажем, или круг моих подписчиков, кто смотрит мои каналы, на моем канале, на двух, точнее, каналах мои видео, и я понимаю, для чего мне это нужно делать. Итак, идем вперед, мои дорогие близнецы. Смотрим, что на неделю не такой большой срок, и все же, какие же подсказки, какие события, именно больше про события нам рассказывают карты пасьянса. С чем это может быть связано? Вот победа, прямо буквально. Победа. Первый знак – это значит решение какого-то вопроса, может быть, согласований. Возможно, и вы с чем-то определяетесь. Может быть, это победа в каких-то высоких инстанциях, в учреждениях. Решаете вопрос, получаете документ. И я так думаю, раз победа – это не то, что нам на голову падает, правда? Или как его величество случай, хотя я допускаю такое, но все же. Случай помогает лишь тогда, когда вы уже приложили к чему-то усилия. И теперь, может быть, ну, как какая-то оказия. Но чаще это как приложены наши действия. И все идет своим чередом. И значит, то, что вы себе наметили, вы чем-то остаетесь довольны. Вы получаете важный документ, сообщение. Иногда по этой карте проходит, знаете, как прелюдия последующих заработков или какое-то ваше решение. Может быть, это касалось согласований. У нас буквально конверт бумажный, почему я поговорю про деньги. Но опять же, прелюдия. Вы можете для себя рассматривать, к примеру, разные сферы деятельности по части работы или дополнительных заработков, или работы из любой точки мира. Все то, что связано где-то с цифровыми технологиями, новыми, технологиями, которые, может быть, как искусственный интеллект, ну, едва ли не каждый день меняются и входят в нашу жизнь. Все, что связано с интернет, это где-то область вашего прогресса. И когда Уран войдет в ваш знак зодиака в середине года, скорее всего, человечество узнает о новых системах взаиморасчета или будут приняты какие-то новые системы финансовые, новые финансовые институты созданы. И это все связывает и Уран, и ваш знак зодиака. Но для вас это время больших возможностей. Поэтому вы тут тоже можете определяться. Вы знаете, тут может быть так. Вы получаете известие, и вам что-то нужно додумать. Потому что у вас совпадает как известие, и мы сказали, вы получаете, да, какую-то новость, может быть, или бумагу. Но, или, может быть, эта бумага проходит через высокие согласования, инстанции, или это сообщение, каким образом вы можете создать, подписать, оформить документ, заключить контракт или какое-то соглашение. И все же здесь выпадает у нас колокол. Это какая-то неожиданная реальность, которую следует принять. Я так вижу, посмотрите, спокойное течение жизни. Может быть, это вы будете делать какие-то важные выводы в зависимости от того, что придет на ваш порог. Давайте посмотрим дальше. По части денег.
как какая-то перезагрузка у вас происходит. Что-то вы тут по возможности денег можете узнать какую-то новость. И будете для себя отстраивать, ну, какую-то новую стратегию, тактику. Может быть, для того, чтобы оформить, да, или какую-то сделку, или, может быть, это касается последующих заработков, работы. Тут вам, знаете, важно будет с чем-то не просчитаться. Ну, где-то ляпсус не совершить. Для вас нужно быть очень предельно внимательным, у вас это получится. Но это могут быть еще какие-то условия с учетом колокола. Как будто, да, ты можешь получать эти деньги, но, к примеру, вы можете узнать, выросли налоги, например, вот банальный такой пример. Или для того, чтобы получать эти деньги, тебе нужно или еще какой-то пакет документов оформить. Перекладывайте на вашу реальность, как это событие, которое нам пытаются подсказать карты, откликается в вашей душе. Это может быть, кстати, с учетом того, что меняется, вы получаете известие, что как обстановка вокруг вас меняется. У нас и обстановка в мире меняется. И для тех из вас, кто работает действительно, готов работать или уже работает из любой точки мира, когда какое-то взаимодействие может быть посредством новых технологий, интернета и так далее. И здесь порядок какой-то меняется. Может быть, и миропорядок, мироуклад меняется. Или законы в вашей местности новые принимаются. И это вам нужно тоже тогда будет что-то просчитывать, дооформлять, пересматривать. Но, мои дорогие, может быть, вы где-то к этому не готовы, а для вас от чего-то не отказаться. Смотрите, деньги и колчан со стрелами. Это полное исполнение желаний. Ну, насколько полное, понятно, у каждого по-своему. Но то, что есть возможность, и даже то, что вас может ставить поначалу в тупик. Просто нужно проработать до мелочей, понять, как это работает, как это функционирует, какие документы, может быть, нужно составить, может быть, или создать, каким образом это переложить на вашу практику, чтобы для вас это был и элемент надежности, и одновременно ну, где-то согласовывался с законом, потому что, когда идет колокол, здесь предельное внимание к каким-то вопросам. А с учетом того, что у вас на кону исполнение желаний и деньги, и какие-то документы, вот я таким образом и связываю значение этих выпавших, ну, карт. Поэтому будьте реалистами. И вы как раз ведь реалисты. Но я вижу, что это то, к чему мы можем быть не готовы. Или мы думали, что, ну, уже вопрос какой-то решается, потому что вот победа. Или, может быть, как звонок. Вас куда-то приглашают, к примеру, да, вы приходите, и вам говорят, да, мы вас берем на работу. Но, и вот за этим но следуют какие-то дополнения, и вам что-то может не нравиться, а что-то может даже очень подходить. И как согласовать, да или нет? Вы какой-то выбор очень важный делаете на этой неделе. Ладно, давайте пойдем дальше. У нас колода ангелов-хранителей. Какие подсказки даст вам эта колода? С чем это может быть связано? И первая сфера – это ваши достижения, работа и деньги. 3 карты. События ближайшего будущего. Радость, счастье, приятные эмоции. Отношения, кстати, тут могут быть. И, знаете, слушайте свою интуицию. Она вам будет давать правильные подсказки. Здесь словно сама судьба, как вот этот ангел за спиной у девочки помогает вам. Представьте себе, что вы не все знаете или не все видите. И поэтому даже если какая-то новость приходит, или есть какой-то, ну как, знаете, барьер, или вот это самое но что-то должно быть и продолжено, мои дорогие. Однако это как в новой организации или с какой-то вашей новой адаптацией. Но не упустить эту возможность. Это прямое указание по тузу воды. Потому что это как радость, это когда наша жизнь играет новыми красками, когда какая-то рутина уходит из нашей жизни, когда мы чем-то вдохновлены, и больше взаимопонимания. Все же это у нас кубки, вода, если мы говорим. И это может пересекаться с решениями вопросов по части вашей пары, личной жизни. Может быть, какие-то важные такие новости. Или сама по себе радость, радость встречи, может быть и так.
Давайте посмотрим, что еще. Или по работе мы смотрим и на работу тоже, но может быть согласования, которые имеют пересечение. И личная жизнь, и еще одновременно, к примеру, денежный вопрос. События ближайшего будущего. Здесь карта однозначно, мы по ней принимаем, что мы прежде какую-то ошибку совершили. И надо сказать, этот период, я хочу вас пригласить на свой сайт «Преломление реальности». Есть у меня такая статья. И вот эти энергии, которые будут на нас планетарными, через планетарные, точнее, транзиты, оказывать влияние вплоть до середины апреля. И что это такое, я вас приглашаю прочитать. Переход к сайту может быть с описания канала, там есть ссылка на мой сайт, и в вкладке «Сообщество». Так вот, есть такой пункт полезный, аналитика, холодная голова, когда мы понимаем, что мы могли в чем-то ошибаться. Или мы спрашиваем, почему это произошло именно со мной, какой вывод мы должны сделать. Время делать выводы, время принимать собственные ошибки, но себя за них не корить, а допускать, что мы можем ошибаться и идти дальше. И карта говорит, ты признавай ошибку, и, по сути дела, это какие-то будут у тебя в жизни революционные решения. Не настаивай на какой-то прежней своей позиции, безусловно, по этой карте, но и не драматизируй какую-то обстановку. Здесь эмоции могут накрывать. И правда, прочитайте эту статью, потому что по части эмоций мы тут должны правильный какой-то ракурс взять. Даже это по части денег, ваших достижений и работы. А тут смотрите, какое-то событие, известие, прекрасная карта. Мы, кстати, можем чему-то обучаться, потому что буквально учащийся, как студент там показан, и он получает документ, приглашение, письмо. И карта будет говорить о том, что вообще обучение в этот период, в эту неделю, это вас могут заинтересовать какие-то новые технологии, или вы окончательно придете к выводу, я буду учить тот или иной язык, или я буду осваивать новые навыки, ремесло, профессию, или есть какая-то сфера ваших интересов, вашего нового приложения, может быть, творчества, ваших сил, активности. И это ведь у нас Земля, поэтому у нас Пентакли. Это ваше, опять же, достижение. Радость нам прописана. И карта говорит, есть такое выражение, у Бога все готово. Вот и вы словно находитесь, ну, как в моменте перехода между прошлым и будущим. Что-то есть смысл продолжать, не отказывать себе в чем-то. И если вы на какой-то период времени не видите выход, тогда нужно что-то изучить. Может быть, у кого-то из вас это как работает в отношении вас закон, изучить законы или обучиться новой профессии, не сомневаться в себе, получится или не получится, потому что на кону какое-то доброе продолжение, которое в последующем ведет к осуществлению вашей мечты или когда сбываются ваши желания. Хотя у кого-то банально получение документа. Опять же, совпадают два письма. Давайте мы с вами узнаем события ближайшего будущего по части личной жизни, сферы отношений, любви. События ближайшего будущего, что на неделю. Нужно и поступать по закону, нужно и, может быть, согласование у кого-то. Мы можем пересматривать и контракты где-то, как и брачные контракты, так и соглашения. Может быть, то все, что я обрисовывала, да, по значениям цыганского пасьянса, какой-то вопрос или нюанс в вопросе может ставить в тупик. И тогда нам говорят, всегда причины и следствия. И карта нам говорит однозначно, поступай по закону. Чего бы ни касались ваши планы по части личной жизни. Или как бы вы себе тут не планировали в дальнейшем ваши взаимоотношения. Помните, если вы поступаете по закону, и тогда закон сохраняет где-то и вас. Но в этой колоде карт это еще и буквально закон кармы. Причины и следствия. И это мы смотрим на отношения. Какой-то человек, может быть, взаимоотношения по судьбе. И по судьбе это не значит, что мы идем под венец. Это лишь значит или говорит о том, что нам, пусть на какой-то период жизни, был дан или необходим конкретный человек. Но как вот аналитика, холодная голова, да, нам помогает. И есть еще и такой момент, что нам помогает правильно оценить
наши позиции. И если мы говорим про отношения, и есть ли смысл, может быть, продолжать отношения с конкретным человеком, вы будете решать на этой неделе тоже. И для кого-то это будут важные согласования, буквально через высокие инстанции, может быть, и через суды. Я такое тоже допускаю, потому что мы все абсолютно разные. Но есть то, чего вы не можете отложить на потом. Иначе потом тоже будут перемены. Всегда, когда выпадают старшие арканы, это обстоятельства жизни, ну, где-то вас подводит к важному выводу или итогу. И кто знает, может быть, обстоятельства судьбы. Потому что где-то нам и говорят о том, что по карме, ну, вот как какой-то путь мы должны пройти. И здесь не расслабишься ни разу. Что же еще? Вот вам может мешать какие-то, как сомнения, или карта, кстати, так и называется, искаженной реальности. Какая-то путаница у вас должна быть устранена из вашей жизни. Может быть, закон вам помогает эту путаницу устранить. Может быть, какие-то подзаконные акты, конкретно по части личной жизни. Проконсультироваться с юристом. Все зависит от того, что вы хотите воссоздать. Или что вы планируете в отношении ваших личных дел или ваших личных взаимоотношений. У кого-то просто отношения, может быть, и по работе. Мы именно через взаимодействие больше рассматриваем эти позиции. И поэтому первое, закон тебя бережет, поэтому ты поступай по закону, но не устраивай себе какую-то сеанс самокопания или не увеличивай свои сомнения, потому что искаженная реальность, вот все то, что я, преломление реальности, так и называется моя статья, куда я вас и приглашаю прочитать, с чем это связано. Перейдите, прочитайте, потому что эти энергии еще какое-то время, они будут на нас, на всех оказывать влияние именно из-за планетарных транзитов. Вообще эта карта так и написана, как свободный арбитр. Вот вам надо холодной головой увидеть какую-то ситуацию. И не основываться, с одной стороны, как и на прежнем каком-то опыте, может быть, так и не поддаваться эмоциям. На кону новое качество жизни, у вас выпадает карта императрицы. Для мужчин это может быть важная женщина в вашей жизни, это может быть и мама, это может быть руководитель, почему нет, руководитель научного проекта или просто любимая женщина. Безусловно, это еще и карта благополучия в целом, это добрые эмоции, это символ нашего «я», новое, это как креативность проходит, какие-то действия наши. И когда, знаете, мы довольны жизнью. Вот у вас буквально изобилие процветания может стоять на кону, с учетом как и карт старинного пасьянса, так и карт ангелов-хранителей. Может быть, решается какая-то личная история, ведь это статусная карта, и вы можете кто-то, ну, задуматься об оформлении отношений. У кого-то это со знаком плюс, если вы долгое время, допустим, встречались. Или я могу допустить, если фактически союз ваш распался и остался только на бумаге де юре, то тогда вы тоже будете продумывать, каким образом подвести что-то к знаменателю, чтобы не было какой-то двойственности, не было ошибок. Как мне сделать правильно, по закону, тогда вы можете и отправляться в высокие инстанции для себя что-то прояснять. Просто вот эти известия, я так вижу, или вот эти важные бумаги, соглашения, они будут касаться и денег, и вашей личной жизни. Каким-то образом это переплетается. Мои дорогие девочки, это ваша карта, карта где-то вашей двойной силы. Для всех нам карта говорит, будь дипломатом, потому что в первую очередь императрица великий дипломат. Нужно проводить эти самые согласования или научиться договариваться. Но это еще и ваша сильная позиция, может быть, когда дела дома, дела семьи, может быть, во взаимоотношениях, мои дорогие, ваш партнер будет к вам больше где-то внимания проявлять. Или это может быть, когда состояние «я жду ребенка». У кого-то и так, сообразно возрасту и поставленным целям. Давайте мы третий триплет достанем и спросим. Чему нужно уделить, по мнению карт, внимание на этой неделе? Какие сферы обустроить или какие сферы жизни будут проигрываться наиболее активно? Что вам придется согласовывать или в чем нужно навести порядок? В личной жизни, правда? Желания, мечты,
Счастье, мои дорогие. 3 слова очень кратких. Вот что на кону у вас стоит. И я даже не буду прояснять эту карту. И это как по карме, это как по судьбе. А вверху у нас радость. От какой-то радости нельзя отказаться. И пусть эта радость поначалу выглядит, может быть, в виде каких-то ограничений или в виде некоторых условностей, которые вам еще предстоит согласовать или пройти. Но новое качество жизни практически на пороге. Вот это нужно отстроить. Ну, в чем еще навести порядок? Я уже больше не тяну. Нам опять же вторит карта про то, что наше желание нужно перевести в практическую плоскость. Это карта уверенности, это карта традиций. И мы выполняем все по традициям, по закону, нам об этом тоже говорят. Но это еще и карта перспективы. Поэтому как и отношения какие-то перспективные, перспективная работа, перспективные заработки. Да нечего мне добавить, мои дорогие близнецы. Карта семьи, взаимопонимание в семье. И опять же, может быть, это касается и недвижимости тоже. По десятке пентаклей проходит и наш дом. Или где мы находимся сейчас, или куда мы собираемся отправиться. А с учетом карты Аркана, Императрицы, ну точно, мои дорогие, новое качество жизни у вас на пороге. Поэтому да, это надо переложить на какую-то законную плоскость. И я бы сказала, не время самокопанию, не время, когда мы начинаем в себе сомневаться, или не время искаженному восприятию, время важным решением и свершением. Впустите счастье на свой порог, мои дорогие близнецы. Перекладывайте на себя и будьте счастливы, будьте любимы всегда.